Всем привет! Сегодня я расскажу про свой неудачный опыт жизни в Черногории. Я переехал в эту страну больше года назад. Поначалу все было неплохо. Я поселился в городе Будва у моря. Сидел, работал. Я программист, кто не знает. Немного путешествовал, ездил в горы. Затем внезапно, через полгода после переезда, мне стала угрожать местная полиция. Казалось бы, с какой стати? Я ничего не нарушаю. Черногория – европейская страна. Но я сделал неприятное открытие. Черногория – это очень коррумпированная страна. Обо всем по порядку. Я арендовал квартиру в Будве вместе со своим братом, который тоже программист и тоже переехал в Черногорию. Прошлым летом к нам домой пришли люди, двое в штатском, и стали нам угрожать. Они заявили, что они из полиции, но не показали ни удостоверения, никакие другие документы. И один из них в грубой форме на повышенных тонах требовал у моего брата документы и телефон. Он ударил моего брата по лицу, и этого ему было мало, он вытащил пистолет и направил его на моего брата. Естественно, мы заподозрили, что перед нами грабители, которые выдают себя за полицейских. И мой брат решил оказать сопротивление. Как только черногорец, который нам угрожал, убрал пистолет, мой брат предпринял попытку прорваться мимо них к выходу из квартиры. Он рассчитывал позвать на помощь. Между ними завязалась борьба, но моему брату удалось покинуть квартиру. Однако снаружи его поджидали другие полицейские уже в форме. Они арестовали моего брата, как будто это он был преступник и напал на полицейских. Я поехал вместе с ними в полицейское отделение Будвы, и оказалось, что нас подставили. Дочь одного из полицейских сообщила своему отцу, что мой брат якобы шел за ней по улице. Как выяснилось, в тот день, когда мой брат пошел в магазин, эта 12-летняя девочка следила за ним и сфотографировала его на телефон со спины. Потом мне в отделении полиции показали эту фотографию, сказали: вот смотри, твой брат подозрительный человек, он носит черную толстовку с капюшоном. И по этой причине мы были вынуждены прислать к вам домой целый отряд полиции и тех двоих с пистолетом. На следующий день, когда мой брат все еще находился под стражей из-за якобы нападения на полицейского, мне позвонил хозяин квартиры, которую я арендую, и передал послание от начальника полиции Будвы. Начальник полиции хотел со мной встретиться и говорил, что в этом случае, если я не стану нанимать адвоката для защиты моего брата, вопрос можно будет разрешить по-другому. И в противном случае дело будет передано в прокуратуру. И в этом случае моему брату будет плохо. Начальник дал мне пару часов на размышление. Я понял, что меня шантажируют, что начальник полиции хочет денег. И хозяин квартиры, скорее всего, с полицией заодно. От него они узнали, что мы программисты из России, и нас стоит попробовать шантажировать. Я не стал давать взятку. Вместо этого я встретился с адвокатом, и мы поехали к прокурору. На допросе полицейские врали. Тот, который был с пистолетом у нас в квартире, заявил, что он и его коллега даже не заходили к нам домой.
Они только постучали. Из-за двери появился мой брат, по его словам, и несмотря на то, что ему было предъявлено удостоверение, в ответ на просьбу показать документы, мой брат якобы ударил полицейского. Я рассказал прокурору, как было на самом деле, про пистолет, про то, что эти двое вошли без всякого законного основания, и я упомянул про наручники, которые полицейский забыл в нашей квартире, которые я впоследствии вернул полиции. Моего брата освободили на следующий день после допроса, но дело сфабрикованное против него не было прекращено. Последующие 6 месяцев мы пытались вернуть паспорт, конфискованный у моего брата без всякой законной санкции. После смены нескольких адвокатов нам это удалось, и мы уехали из Черногории. Недавно я узнал, что Черногорский суд заочно вынес приговор моему брату год тюремного заключения. Мой брат подал апелляцию, но ее тоже отклонили. После этого я, во-первых, решил записать это видео. На мой взгляд, это просто опасно ездить в Черногорию, при том, что про нее в интернете рассказывают как про безопасную туристическую европейскую страну. В то время как на самом деле это страна, где полиция совершает преступления, а судебная система помогает полиции. Так что я решил поделиться своим реальным опытом о другой Черногории. На самом деле этот случай не единственный. Если покопаться, можно обнаружить, что полиция в Черногории постоянно творит беспредел. А вот видео, как черногорский полицейский издевается над стариком из Албании. Так что если у кого-то есть иллюзии, что Черногория страна Европы, а там полиция не такая, вот, пожалуйста. Зачем ездить в Черногорию? Да, там красивая природа, горы, но стоит ли рисковать, если в этой стране грабят иностранцев? Причем не просто уличные воры, а организованные силы государственного ведомства. Всегда можно поехать на отдых или в более длительное путешествие, как сейчас делают многие айтишники, в другую страну. И велика вероятность, что в другом месте вам повезет больше, потому что туристические страны обычно заботятся о своей репутации, чего не скажешь о Черногории. Коррупция есть в любой стране, но Черногория в этом отношении пробивает дно. На случай, если кто-то решит, что я все это сочинил, я собираюсь сделать публикацию в своем телеграм-канале. Я опишу те же события, но с именами всех должностных лиц, замешанных в шантаже. И любой сможет убедиться, что эти люди реальны. На мой взгляд, это имеет смысл, поскольку эти люди являются угрозой для любого иностранца, посещающего Черногорию. На этом у меня все. Будьте осторожны. До встречи в следующих видео. Пока.